Всем привет, вы на канале Твинки Тайм. Мы продолжаем проходить Тауматурга. Мы сейчас в... Что-то кончается, что-то начинается. Прекрасно. Сесть и поговорить с Тауматургами — это хорошо. Но давай сначала мы осмотримся здесь. Карты пациентов, перечень услуг. Воспаление уха оплату не взял. С больным ребенком воспаление легких оплату не взял. Глубокая рана 2 рубля за перевязку. Подозрение на гинекологическое заболевание направил на консультацию к Анне. Имена не вписаны. Бурнакович заботится не только о здоровье пациентов, а еще, судя по всему, он часто не берет с них денег. Пистолетные патроны, похоже, их достали из кого-то. Внутри лежат слова благодарственной молитвы, адресованные светлейшему господину лекарю Эмиру Бурнаковичу, который помогает всем, даже революционерам, даже тем, кто получил пулю. Он облегчает страдания и не задает вопросов, как настоящий ангел. Клиника Эмира. Бурнакович — доктор по призванию. Он искренне заботится о благополучии пациентов и пациенток, лечит всех, независимо от рода и сословия. Если может чем-то помочь, поможет. Такой подход нынче большая редкость. Я, наверное, перед этим неправильно прочитала. Эмир Бурнакович, врач и тауматург. Неуловимая, но интересная личность. Я пытался найти свой гримуар, и вместо этого получил предложение основать союз тауматургов, чтобы воплотить в жизнь идеи отца. Я знал, что Эмир помогает людям с революционным настроем, но, похоже, его врачебная практика этим не ограничивается. Балдей помогает всем, независимо от политических взглядов или размера кошелька, и ему это неплохо удается. Уважаю таких людей. Окей, он меня пока что больше, чем Распутин, привлекает, короче. Ну, вы поняли, да? Наверное. Кабинет Фалдея. Запах зелени, алкоголя, натертые щелоком доски и тихие вздохи больных. Эта клиника не похожа на привычные медицинские учреждения, но почему-то атмосфера в ней приветливее и уютнее. Будто здесь действительно можно надеяться на помощь. Видимо, надежды эти отнюдь не пустые. Бурнакович делает все возможное, чтобы вылечить своих пациентов вне зависимости от размера кошелька или политических взглядов. Он помогает всем всегда. Такое в наши дни редкость. Есть тут у вас что-нибудь? Нет? Ну, пошли, значит. Ой. Ой, ты кто? А, это ты? Утренняя газета. Беспорядки у собора Святой Марии Магдалины. Это мы читали в прошлой серии. Домашняя аптечка, сушеные травы, мази, микстуры собственного приготовления. Меж пучков целебных трав висят терпкие мысли. Кому какое дело, откуда лекарства из народной медицины или из модной лаборатории? Работает и работает. Этим дурням еще бы Авиценну почитать, да к зарядке с умыванием приобщиться. Гимнопедия Эрика Сати. В сизом дыму парижского кафе Шантан витает тоскливая мелодия. Сладкая нежность одиночества стекает каплями дождя вместе с угасающей гармонией. Научная брошюра. Мне нравится эта мелодия, она такая спокойная. Научная брошюра «Унаследование тауматургического умения». Вопрос наследственной передачи тауматургических способностей изучен крайне поверхностно. Данный труд таким образом является собой попытку представить на суд общественности мою собственную гипотезу. Однако сразу же отмечу, что тема требует дальнейшего осмысления. Многие годы господствовало мнение, что талант к тауматургии передается либо строго по мужской линии рода, либо по женской. Тем не менее, отклонения от этого правила случаются с частотой, которую невозможно списать на погрешности природы. Пролить свет на проблему могут изыскания Грегора Менделя, в частности, его теория о доминантных и рецессивных генах, на которую я ссылаюсь в главе 4. Хамаил. После погребения к покойному являются ангелы Мудгар и Накир. Ежели вел человек хорошую и праведную жизнь, Господь пошлет ему верные ответы на вопросы ангелов, но ежели был он верой слаб, то испугаются ангелов, и от вида их утратят дар речи. Вот такие вопросы услышит человек после смерти, и какие ответы должен дать. Прекрасно, просто прекрасно. Кто твой Господь? Господь мой Всевышний Аллах. Какова твоя религия? Религия моя ислам. Кто твой пророк? Мухаммед. Какая твоя книга? Книга Священный Коран. Является твоей кибла и кибла величественная Кааба. Чей ты потомок Адама? Из какого ты народа поверен? Народ мой, народ Ибрахима.
Я истинно мусульманин. Понятно. Красивое издание сборника мусульманских молитв. Недоигранная партия в шахматы. Армии по разные стороны доски стоят из фигурок и аргументов. Слон твердых убеждений бьет ладьи, черные пешки, готовят полемическую западню. Белый конь собирается контратаковать. Так они сражаются в вечном паритете, застывшие в споре, прерванные смертью. Письма. Что тебе сказать, дорогой мой? Не знает границ желчность людского характера, и все же нужно продолжать верить в то, что делаешь, ступая осторожно, шаг за шагом. Какой бы далекой и недостижимой ни казалась конечная цель, во всяком случае, так я говорила до сей поры сама себе. Но после долгих лет борьбы не столько с болезнями и бедностью, сколько с предрассудками и злорадством, я чувствую, что силы меня покинули, и всерьез раздумывая над тем, чтобы бросить свою работу. 1000 игл, вонзившихся в мою якобы толстую кожу, оставили 1000 гноящихся шрамов. Сперва были трудности и отказы, когда я пыталась открыть в Варшаве практику, закончив учебу в Цюрихе. Затем, невзирая на рекомендацию профессора Гойера, мою кандидатуру отвергло Варшавское медицинское общество. После сплошные неудачи в Петербурге, прерванные чудесным стечением обстоятельств, благодаря которым я стала докторкой в султанском гареме. И, наконец, целый поток обидных инсинуаций, вылившийся на меня из уст прессы и дорогих коллег-докторов. Говорят, человек должен заглянуть внутрь себя, найти в себе силу, ибо сила — это нужнее всего в темные времена. Однако я хорошо понимаю тебя и твои переживания, и всегда готова их обсудить. Знай, что мои двери для тебя всегда открыты. С наилучшими пожеланиями, Анна Томашевич-Добрская. Письма руки Анны Томашевич, первой женщины, открывшей в Варшаве врачебную практику. Похоже, она глубоко уважает Бурнаковича. В письмах обращается к лекарю Фалдей. Эмир не только лекарь, но и татарский Фалдей, объединяющий традиционную медицину с последними научными открытиями. Хорош. Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Я уже заварил чай, и он всем нам пойдет на пользу. Мадам, я предполагаю, вы тауматург. Салам алейкум. Сейчас, полагаю, у вас всех благие намерения. Смерть этому дьявольскому колдуну. Я ей доверяю. Этого мне достаточно. Предлагаю не тратить время попусту. Не путайте спокойствие и мира, это не затишье перед бурей, напротив, мы в ее эпицентре. Времени мало, риск велик, а последствия необратимы. Полагаю, черный гримуар уже у вас. Как вы думаете, что нам грозит? Вы беглец в розыске, так что арест, допрос, потом наверняка петля. А вы, сударыня? Сразу петля. На допросы время тратить не будут. Почему бы нам не перейти от сомнений к конкретным решениям? Решение одно — объединить наши личности по отдельности, мы слишком слабы. Если мы заключим пакт, его последствия затронут всю Россию, а может даже всю Европу. Кто знает, может быть, таким образом мы спасем не только самих себя. Что, Ванда, вы не боитесь, что нас ждет мести? Да, и эта жажда мести подтолкнет ее на отчаянные меры, и наш союз может ее спасти. Именно поэтому нельзя терять ни минуты. Я нашел отцовский гримуар, он был там, где мы оба и думали. Вы его уже изучили? Пока нет, времени не было. Понимаю. Можете уточнить, о чем именно речь? Перед гибелью Станислав Шуйский придумал гипотезу, призванную выявить потенциал мысленной связи тауматургов. Речь про связь, которая позволяет заглядывать друг другу в голову? Тоже мне тайное знание. Шуйский полагал, что при помощи этой связи тауматурги могут делиться способностями. Это всего лишь гипотеза. Как нам ее проверить? Полагаю, нужен эксперимент. Предлагаю не тратить время попусту. Что еще нам нужно, чтобы заключить подобный пакт? Для начала нам нужен 4-й союзник.
Думаю, вы знакомы с человеком, который может нам быть полезен. Единственный, кто приходит в голову, Ариэль Рафе. Я тоже о нем подумал. Как по-вашему, он нам пригодится с его-то репутацией? Он в последнее время на базаре Ружицкого особо не появлялся. Вы хорошо его знаете? Лично нет, местные о нем говорят. Кто-то часто, кто-то не очень. Не берите в голову, незачем беспокоиться понапрасну. Вы знаете, где его можно найти, если не на базаре? Я знаю, что раньше он жил где-то в центре Миру, а может там. Базарный тауматург? Я приведу его. Он у меня в долгу. Значит, попросите об ответной услуге. И еще кое-что. Тот балдей, что вас исцелил. После того, что произошло в той церкви в Праге, я больше не хочу с ним связываться. Но он побывал у вас в голове. Невозможно сказать, какие знания он оттуда извлек. Как вы посоветуете мне разрешить эту ситуацию? Допускать подобных подозрительных людей к себе в разум — полное безрассудство. Даже небольшая неосторожность может лететь нам в копеечку. Если между вами все еще есть какая-то связь, боюсь, вам придется ее разорвать. Да? Так ему скажите, мол, дело не в том, не в нем, дело в вас. Не забывайте, теперь речь не только о вашем котелке. Мадам Чи готов, я пойду вниз. Удачи, Виктор. Акт 3. Апокриф, написанный кровью. Опа, акт 3. Это только акт 3 начинается. Вы что, на приколе? Реально? Реально? Только сейчас? Ага, прикольно. Что тут у нас? Встретиться с Распутиным, поговорить с Ариэлем Рафе. Давай сначала поговорим с Ариэлем. Блин, капец, конечно. Вернулись меня проведать? А что такого? Ваша бунтарка не будет возражать? Это риторический вопрос. Кто такая Сара Рывкина? Вы видели мое личное дело у Конечкина. Сара Рывкина вас не касается. Хорошо. Откровенность в обмен на откровенность? Меня ваши тайны не волнуют. Ладно. Еще личные вопросы остались? Почему вы на самом деле решили сбежать вместе со мной? Без тайн женщина безоружна. Я не знаю, я очень любопытная в этом плане. Мне всегда интересно знать, о чем думают и что там задумали у себя в своих циферных головушках персонажей и персонажки. Мне просто интересно. Попробую угадать. Попробуйте меня удивить. Думаю, Конечкин взял вас на короткий поводок и дал вам отличную возможность от него избавиться. Я бы не сказал, что это был поводок. Ситуация сложнее, чем кажется. Я прав? Может быть. Каковы ваши впечатления от нашего хозяина? Вы никому не доверяете или просто из вежливости? Хотел узнать ваше мнение. Если вы хотите, чтобы наш план сработал, мы должны друг другу доверять. Не знаю, насколько он хорош как фельдшер, но тауматург он явно опытный. Мне это тоже нелегко, но, пожалуй, я бы ему доверилась. Выбора у меня особо нет. Можно мне с Лигией увидеться? Вот что меня волнует все еще. А сейчас кажется, что куча дополнительных заданий появится, и еще на серии 15 это затянется, да? Я не то чтобы против, правда. Опа, это что?
Варшавский курьер. Крестьянское восстание в местечке Петркуве. Выдано разрешение на постройку новой католической церкви в Минске. Проповедник Распутин, известный по скандалам в Санкт-Петербурге, прибыл в Варшаву. Начался протест работников мясных лавок. Руководство Варшавского газового завода вводит в ряд мест бесплатную аренду газовых плит жар и других двухконфорочных плит. Покажите мне. Ай, у меня закрыты. Окей, я не могу сюда прийти. Я могу только вот здесь походить. Я думаю, что я бы хотела поехать к себе домой, чтобы посмотреть, что там моя сестра. Она ж здесь, да, живет вроде вот. А, нет, подожди, где мы живем? В Южном, в Северном? Я не помню. Я до сих пор не выучила, где мы живем. Ну... Ваши документы. Pardon? What don't you understand? Что-то непонятное. Документы. Je ne parle pas русский. It's not enough that he's a magician. Только... He's Он не scum. только колдун, еще и паскуда. Но я тебе это урок преподам. Ох. Documents. I won't say it again. Рядовой Стрельцов. I'll take over. Documents, or are you deaf? Show them to me and you can be on your way. Why so nervous, Зачем так officer? нервничать, если вы If хотите it's просто papers you документы want to проверить? see, Я I'll покажу. show you. I've Не nothing скрывать to нечего. hide. He's a magician, Captain. What, am I blind? I can see he's a magician, but he's not the one. Все хорошо. You can go. Да, у меня все прекрасно, а не Just хорошо. watch yourself. Лазарев говорит, Распутин ждет меня возле борделя в Повесле. Thank you very much, Немного officer. благодарю, Au сударь. revoir. I've got my eye on you. Да, да. Моя Стрельцов, чел, у меня для тебя reinforcements плохие are needed новости, on ладно. Жеска. Неважно, я не Let's буду go. шутить об этом. Yes, sir. Это я. А можно постричься? Розыск. Особо опасный тауматург. С любой информацией об этом человеке просьба обратиться в ближайшее полицейское управление или к сотруднику полиции. Вознаграждение не предусмотрено. Помощь службам правопорядка, долг гражданина. Любопытненько. Сохранюсь. Очень любопытное. Угу. Что тут? Каким-то чудом Распутину удалось убедить одного из царских офицеров примкнуть к нему. Он прекрасно все понимает. Лучше заручиться поддержкой людей вроде Лазарева, чем враждовать с ними. Этот человек точно ему поможет. После встречи с Фалдеем я внезапно наткнулся на Лазарева. Совпадение? Не думаю. Неужели он за мной следит? Как бы то ни было, он рассказал мне, где найти Распутина. Да, это прекрасно. Но в первую очередь я все-таки хотела бы... Что это? Сходить к Лилии. Польская газета «Исцеление в соборе Святой Марии и Магдалины. Чудо или спектакль». На вчерашней службе в соборе Святой Марии и Магдалины прошел обряд изгнания нечистой силы, завладевшей душой маленького мальчика. К удивлению прихожан, изгнать злой дух удалось не священнику, а некому господину Распутину, монаху, вставшему между отцом Кириллом и одержимым ребенком. Лишь ему одному известными методами монах вырвал дитя из лап нечистой силы, попутно осыпая батюшку бранью и обвиняя в невежестве. От увиденного сердца собравшихся заполыхало яростным пламенем, и последовала словесная перепалка, за ней кровопролитие. К счастью, нашим бравым стражникам порядка удалось усмирить толпу, зачинщики были арестованы. Так чего же добивался Распутин? Входили ли беспорядки в его планы? Действительно ли его волновало благополучие мальчика? Или, быть может, мальчик никогда не был одержим злыми силами? Правда, мы не знаем. Вы не знаете, я знаю правду. Давай сюда. Просто хочу проверить. Да, вот мой дом. Просто интересно. Может ли быть, что Ликия здесь? Опа, вот она. Опа! Привет! Ой, это так мило. I'm
Я в порядке, правда. Really? God knows how I Одному feared Богу for известно, you. как я за тебя боялась. A fever is spreading across Город the town. лихорадит. Где тебя Where have you носило? been? I got what is Я наконец-то rightfully отыскал mine. черный гримуар, The который по black праву grimoire принадлежит is мне. finally mine. Attaboy. Молодчина, Стасик бы тобой Stasio will гордился, be честное proud. слово. I'm in it. How did you Как manage тебе это to do удалось? And all the while, the Все это black время черный grimoire гримуар was лежал у lying Ивана on Конечкина на Ivan столе. Konechkin's desk. that? And all this И все это time, время Yes, Да, he он played просто with играл us с and нами. watched us squirm. So, Получается, you're ты saying сбежал that you из неприступной escaped an крепости? impenetrable Ну как? fortress? How? Ну, мне и те помогли, я хз. I got help Я from заручился the поддержкой Family этого Church. матурки. Madame Samira herself. I see a pattern here that I find То мне все это disconcerting. не нравится, особенно Especially учитывая то, что considering сейчас what творится на happens on the улицах. streets. Kids. This Детишки, is bad. плохие дела. What's really Что going тут на on? самом деле происходит? I Вроде бы didn't все notice как any обычно, more все violence тоже and насилие и chaos хаос. than usual. They say it was Говорят, Scout все who началось с allowed подачи it. Скало, но он He никогда не never скрывал concealed неприязнь his к людям вроде dislike for тебя. your kind, which your Твой escape побег puts все in a меняет. new perspective. If I Если я contributed виноват, to то that, обещаю все I исправить, will пока не fix знаю, it. как именно, но варианты I есть. promise. I don't know how, but there are some options on the table. Be careful. Осторожнее, Whatever is вся эта happening, свистопляска it's только only on your начинается. eyes. Excuse me, I need to go now. Please be careful. I'll be fine. Все I will будет come хорошо, я back, вернусь, I обещаю. Вы promise. с Гражиной тем In the временем будьте meantime, осторожны. you and Хорошо? Radenka stay safe. All right? I should be going Мне to тоже пора идти, Виктор. Дружочек, слушай дядюшкин совет. listen to your old ankle. My uniform tells Мой me to мундир arrest требует you, тебя but арестовать, my но наше blood родство меня holds me сдерживает, back. а вот другие мешкать не Others станут. don't hesitate to tell. Good luck, son. With everything. Да, и сделай вид, что тебя тут никогда не было. Для твоего же блага. Вот, хорошо, что я зашла все-таки. Я знала, что сестра будет беспокоиться, потому что если бы этот момент не продумали, это было бы максимально некрасиво, правда. Но это было красиво, потому что его продумали. Еще, возможно ли, что... Миров? Ну, подожди, а где находится... Ладно, я не помню, где находится моего дружбана, Абауриция, в смысле. Место. А вдруг у него тоже что-то было бы. Ну, может, еще увидимся, кто знает. Как в комментариях написали, могла быть такая классная линия. Я согласна, могла быть. Реально. Тут чего? Ариэля. Заперто. Окей, пошли. Опа. Антитауматургическая листовка. Молодежь, мы призываем тебя сражаться вместе за счастливую Варшаву без тауматургов, без темных сил. Да что мы вам сделали? Кто это? Господи боже, милый, мой сын был таким добрым мальчиком, а дьявол забрал его себе. Чума на этого беса. Кого? Примите мои соболезнования. Могу вам чем-то помочь? Найдите этого ублюдка, пусть его настигнет правосудие Господне. Но ведь ты ведь один из них. Да я ничего не сделала! Ладно. Ок.
Допустим. Просто допустим. А я не знаю, он так сильно палится своей книгой, он может просто книгу закрыть хотя бы временно. Я понимаю, что это, конечно, не самое вообще нормальное, что можно сделать. В том плане, что скрываться это не очень, да, но пока что такая обстановка, в принципе, для своего блага, для своего здоровья стоило бы. Я знаю, что проблема не в нем, а в тех, кто из-за этого на него нападает и... Но просто на время. Мы не исправим это все. Ты чё их хилишь? Угу. Давай отхилимся, наверное. Ага. Можно мне просто с Ариэлем поговорить? Devil take you. I hope you burn in hell, bastard. Да я ничего не сделала. Спишек. Now you see what Видите, куда Crusades приводят lead to. священные войны? Победить в них We нельзя. all lose. This isn't over. Это еще не конец. Beautiful Tashik. Мне жаль, но... Ну что я тебе сделала-то, блядь? Опа, ты тут. Кошек! Кошек! Упоротый немножко кошечка, но ничего. Is everything all right? Все в порядке. I've got a headache. Голова Let's think разболелась, about но the хоть schmucks радует fighting мысли the о dust brings me шлеммазлах, comfort. что отправились на тот Some свет. challah? Халы хочешь? Что такое халы? Those dead У вас bodies перед in домом front of трупы your валяются. Это те, кто house. пришел убить Таума-Турга? Did they come to kill a Thaumaturge? Yep. Ага, They came с in with мамашей their явились, и им mother, влепил and I глиняных gave them люлей. clay. And that old А та lady старушка, who что lost her потеряла sons. сыновей, Lived by the sword, died by взявшая the меч от sword. меча и And погибнут. still, И все равно she сидит там, sits плачет. there, weeping. Too bad. Что ж такого, что дел That's матери? what mothers do.
Now tell me what Скажи-ка, brings какими you судьбами here. ты сюда явился? I came to make you Пришел an сделать вам offer. предложение. I Хочу, want чтобы вы you to присоединились join к the союзу culture Таумадурга, and который я families, just as организую. I intend to follow. Пришел сделать вам предложение. You Окей. can already tell Идея I мне won't уже like не it. нравится. Что это вообще такое? What is it anyway? To put it briefly, Если two вкратце, other ваша помощь talented нужна мне и двум and другим someone таумадургам. Do I know them? Я их знаю. An old Tatar Татарский felcher старик and фельдшер и ясновидящая You шарлатанка. fit right in. What do you Зачем need оно for тебе, it? только честно? Truly. I came here Я шел with сюда no бесцельно, мне purpose, кажется, but что I только might что ее have just обрел. found one. Might have. is Кажется, good ладно, enough. сойдет. So, Значит, you вы согласны? Yes. Да, Where do you куда want me надо to идти? go? agree? Opposite Ruzhic, Напротив there's базара the Ружицкого courtyard есть and the дворик и clinic, клиника, and этажом above выше it квартира is the татарского Tatar фельдшера. felcher's apartment. I can hear more Слышу coming. подкрепление. I would have another Я бы go еще раз with them, попробовал, but но у I меня just что-то did совесть it by проснулась. wave of remorse. Suit yourself. Как угодно, дам знать, когда закончу. Блин, ну ты, конечно, и I'll see you later чертяка. at your Feldshers. А можно я не буду? Ну я не хочу опять драться. Можно я уйду через какую-нибудь крышу там, я не знаю. Enough of this. The time for vengeance is here. A Warsaw free from magicians. Понятно, сейчас начнется. What are you here for? Что вам нужно? Мы пришли за Let's Рафе. take this one Этого too. тоже заберем, We'll put обоих them на both костер to the отправим. torch. That's him. He's the one who killed my boys. Я? Pummel him, good people. Она говорит, что я We'll убила avenge ее. their death, man. Death for death. Она за меня сказала? Я никого из твоих сыновей не трогала. Ты что, на приколе вообще? Офигеть. Окей. Ладно, давайте еще раз. Окей, давай заново. Я как бы переживу. Вообще, я думаю, что... Капец. Блин, 4 таумадурга на весь город. На всю страну. Наверное. Хз, на весь город. Мало. Мало, но может быть, что-то они смогут с этим сделать. Там еще нужно с Распутиным встретиться. Не знаю, успеем ли мы в этой серии. Возможно. Ой, красивая. Но мне нравится вот эта атака, прикольно. Но это сильная атака. Прикольно то, что чем меньше у врага хп, тем быстрее он ее сделает. Not bad. Че, погнали к Распутину? Все так сразу замолчали, смешно. Типа... Ну ладно. Я даже не знаю, винить ли Рафе в том, что он убил этих челиков. Может быть, он мог их не убивать, конечно, но, с другой стороны, они сами пришли к нему первые, чтобы... расправиться с ним. И,
вполне логично, что он должен был себя защитить. Не знаю, насколько это лучший способ был, но... Что маємо, то маємо. А, это мы сейчас к Распутину идем же. Давай сохранимся. Мне кажется, сейчас какая-то дичь будет. Да, все-таки он мне с самого начала. Он мне с самого начала не... Опять розыск меня, ну да. Things people come up with. Опа, это что? Польская газета «Исцеление в соборе», да, это мы читали. Пометки журналиста Григорий Ефимович Распутин. Высок, хорошо сложен, проникновенный взгляд, стойкий запах веры, убеждений, чего-то в этом роде. Что происходит? Трапеза для всех, бедное, богатое, равенство, избавление от иерархии. Нет, он настаивает, что желает сохранить порядок. Какая цель? Процветание России, Польши, всеобщее. Упомянул видение, страшный суд, пламя, ураганы. Он может все исправить. Ключ вера. Нужно верить. Секта? Восторг льется со страницы, как из рога изобилия. Чернила пахнут бешеным сердцебиением. Каждое слово из уст Распутина — это промедление. Без промедления передается бумаге. Это материал для первой полосы. Угу, ясненько. Ежедневный курьер. Кто такой Григорий Распутин? Истинный чудотворец или же обыкновенный шарлатан? Глядя на последнее свершение Григория Ефимовича, этим вопросом, как кажется, ныне задаются все. Рожденный в Покровске в неустановленном году, Григорий Распутин в 19-ю свою зиму остепенился и произвел на свет 3 детей, после чего Господь наш Иисус Христос явился ему в видении, и Распутин стал все больше посвящать себя служению Богу. Говорят, что он жил отшельником, странствуя от деревни к деревне, исцеляя людей от разных болезней. Спустя много лет скитаний он обрел славу монаха, который касается людских сердец. В Петербурге, куда он отправился, его целомудрие и искренняя вера не были приняты с достоинством. Поползли слухи, что он лицемер, и что время посвящает не молитве, а разгулу да утехам плоти. Слухи эти вынудили Распутина бежать из Петербурга, и на какое-то время вслед его оборвался. До недавнего времени. Будущее покажет, какие дела привели этого загадочного мистика в Варшаву. Ну, привет! Бутылка вина дешевая, такое любому по карману. Слова, сказанные шепотом, наполняют бокал вслед за вином. Выпейте из него все. Каждому апостолу должен достаться глоток. Давай я сначала осмотрю все это. Что тут у вас? Селитра, обыкновенная кухонная. Селитра была отмерена с безупречной точностью, словно от этого зависел не только вкус блюда, словно одна лишняя или недостающая щепотка грозилась отрясти устои мира. К счастью для всех нас, пропорция была соблюдена, а пора вернуть ее на место, чтобы никто не знал. Ковер с пятнами крови, свернутый и запятнан кровью. На пропитанном кровью ковре я вижу хаотичный узор отрывистых мыслей, нужда и сожаление, труд и долг, поблекшая любовь и искренняя преданность, а сшито все это нитью нарастающего безумия. Я пока тут все не посмотрю, я отсюда не собираюсь уходить. Все, я все посмотрела. Я все посмотрела, я ухожу. Не знаю. Сейчас точно будет какой-то замес. Разум 6. Ломти хлеба. На деревянном подносе медленно черствеет несколько ломти хлеба. Разум 6. Разум 6. Разум. Разум. Не могу. А я не могу. Вот так вот. Нету у меня 6 разумов, понимаешь? Ты пришел, друг мой, чудесно. Насчет того, что произошло в церкви, вы получили то, на что рассчитывали? Да, хотя кровопролития я не хотел, однако такова воля Господа. И откройте секрет, ты не Господь. Но я уверен, что вести о чудесном исцелении мальчика дошли до нужных адресатов. Время покажет. Почему вы не пришли на помощь, когда меня бросили в цитадель?
Разве я это не отправил за тобой, Лазарева? Господь не даст соврать. В Цитадели тебя о чем-то расспрашивали? Я не дал им возможности меня допросить. Хорошо, что ты здесь, что Господь вновь привел тебя ко мне. Что за повод? Опять хотите меня за что-то поблагодарить? Нет, сегодня все, кто собрался за этим столом, одинаково важны. Хочу провести эту скромную вечерю вместе с тобой, надеюсь, ты присоединишься. Расскажите поподробнее про этот повод. Что вам нужно знать? На углу борделя. У Надажинских было куда уютнее. Но сегодня всем места не хватит. Посмотри, сколько последователей мы собрали. Хотите сказать, все они пришли сюда после чуда в церкви? Разумеется, бордель ничем не хуже других мест. Наоборот, даже лучше. Здесь страсть переступает приличие, а нагота становится символом истины. Сегодня мы чествуем истину. Истину единения. Вы целую вечерю подготовили, но зачем? Я хотел встретиться, поговорить, выразить благодарность тем из вас, кто устоял на пути истинном. Тем, кто не предал меня, несмотря на все препятствия, благослови вас Господь. Кого мне предстоит увидеть на этой вечере? Всех по именам не перечислить, моя паства растет по часам, но все люди разные, сильные, мудрые, слабые, глупые. Некоторые оступаются, не могут подняться, их мы сегодня не увидим, остается лишь молиться за их души. Самое важное, вернулся ты. Вы журналистов пригласили? Моя проповедь произвела на нее небольшое впечатление. Хорошо. Григорий, надо поговорить. Такой серьезный тон. Для такого серьезного разговора нужно присесть. Мы уже сидим. Угу. Можно обсудить этот вопрос за вечерей? Присоединишься? Ладно, я останусь. Что вы собираетесь делать после вечери? Господь создал наш мир и распил его в восточной части чудесный сад. Затем Он поселил в нем мужчину. Наша цель — встретиться в раю. Там мы получим то, что заслужили, друг мой, ни больше, ни меньше. Помнишь нашу беседу у могилы твоего отца, когда я спросил, кем ты себя считаешь? Да, я ответил, что моя суть — тауматургия. А я обещал тебе все тауматургические знания в Империи. Да будет так. Да поможет мне Господь. Можем поговорить? Да, у тебя ко мне серьезный вопрос? Со мной связались кое-какие люди, они хотят, чтобы я помог им возродить одну из отцовских идей. Понимаю. Мне известно, как много для тебя значит тауматургия. Чего же ты ждешь от меня? Стоит ли мне бояться? Чего ты боишься? Прощай. Нам пора прощаться, Григорий. Мы многое пережили вместе, но мне пора идти своей дорогой. Мы по-разному смотрим в будущее, я собираюсь воплощать свое видение вместе с другими тауматургами. Спасибо тебе за откровенность. Очень желал я разделить с тобой эту пасхальную трапезу прежде моего страдания. Ты не Иисус, очнись! Подожди минутку, друг мой, я скоро вернусь. Нужно тебе кое-что показать, пока ты меня не покинул. Боже, я не знаю, он изначально был такой, ну, чуть-чуть, типа, интересный, да? И да, Виктор, теперь сказываю вам, что прежде то сбудется, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. А сейчас он какой-то псевдомессия просто. А сейчас он прям какой-то, я не знаю. Ух. Да, бахни перед уходом.
Охренеть. Я всралась. People, give me water! Is he dead? Кто мертв? Не надо было водку, походу, принимать эту. I've got you. Воронин. It's okay. Охренеть. Что это было вообще? Is this what death is like? An infinite void? А кто умер? Что происходит? What the fuck? Знали бы вы, как я всралась? Я просто капец как всралась. Бордель тетушки Ядвиги. Под окнами висят горшки с яркими цветами. Деревянные панели перемежаются с серым гипсом. Веранда, где можно поразмышлять в тишине. Бордель тетушки Ядвиги так и манит устроиться поудобнее и забыть обо всех невзгодах. Внутри также уютно. Диваны и подушки мягко обнимают тело, беспорядочные занавески так и ждут, чтобы за ними кто-нибудь укрылся. Старая пианино готова сыграть бодрую мелодию, нашлись бы только ловкие пальцы. Этот бордель — лучшее заведение во всем Повесле. Повесле лишилась своей жемчужины. На месте борделя тетушки Ядвиги остались лишь развалины. Вместо смеха в округе раздается плач. Блаженство сменилось грустью. Но дух борделя по-прежнему жив. Теперь здесь оплакивают погибших при взрыве. Перед развалинами стоит гроб с телом великого чудотворца и стихийный мемориал. Запах гари смешивается с ароматом свежих цветов, что лежит здесь в память об усопших. Я грыбу. Вот что я хочу сказать. Во-первых, да? Во-вторых, а можно мне сохраниться? Мне нельзя сохраниться? Почему? По причине. Когда было автосохранение? 14:44. 14:44, сейчас 14:45. Я предполагаю, что как раз здесь и было. Давайте тогда на этом закончим, да? Это было неожиданно. И снова же повторюсь, я всралась. Вот. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.